Добрый день, меня зовут Ольга. Мы с вами наносим декоративные штукатурки в разных вариантах. Находимся мы в городе Ижевский, отдел ГУР Декор, в строительном центре «Гвоздь». Приходите к нам, здесь мы вам это покажем вживую. Сегодня такой вариант. На предварительно подготовленную поверхность, то есть стена должна быть оштукатуренная, более-менее ровненькая она должна быть. Шпаклевать ее как под покраску не нужно, то есть стена заштукатуренная, загрунтованная, предварительно покрашенная. То есть просто краска влагостойкая, вот здесь видны дефекты, мы вот это удалять не стали. Наносим на краску лазурь, бронза. Лазурь, бронза. Вот так она выглядит. То есть это такой золотистый перламутр, бронзовый. Можно нанести это в 2 раза, можно в 1, смотря какая у вас краска. Мы сегодня, какой цвет краски? Сегодня мы нанесли синюю, потому что у нас она была. Нам ее нужно куда-то расходовать, поэтому мы ее синюю нанесли. Расход лазури в данном случае примерно 100 грамм на квадратный метр. Вы можете больше, можете меньше, это уже ваше дело. Можете красить в 2 слоя, можете в 1. Наносим на стену от угла до угла. Прямо не на стену, а на всю площадь. То есть, если это комната 4 стены, то значит красим все 4 стены. Без остановки, не создавая никакого рисунка, просто красим. Наносим лазурь. Ждем высыхания. Лазурь наша высохла. Сохла достаточно долго. Мы здесь в отделе ждали ее порядка 3 часов, пока она высохла. Она все к рукам липла. В квартире, не знаю, наблюдать, чтобы она высыхала хорошо. Наносить мы будем штукатурку декоративную Лофт. Вот такая, это торговая марка Effectum. Штукатурка выдерживает слои, миллиметра 3, скажем. То есть прямо такие жирные она не держит, но у нее в том плюс, что она очень крепкая и мелкая такая, не зернистая совсем. Мы ее заколеровали в черный цвет. И наша-то идея в том, чтобы вот эти прожилки бронзовые оставались видны из-под черной штукатурки. Вот так накладываем штукатурку черного цвета. И мы ее наносим не сплошным слоем, а частями. То есть вот такими диагональными полосами мы ее нанесем. Оставляя продиры, пустоты. Оставляем их, чтобы было видно и бронзу, и чтобы не было ее слишком много. Наносим. Смотрите издалека, то есть отходите подальше и смотрите, где вы хотите добавить. Как правило, вблизи этого не видно. То есть вблизи замыливается глаз, и вроде бы как все красиво. А отходишь со стороны, и видно, что где-то что-то не так. Вот наблюдайте со стороны. Сильно толстые слои не нужно накладывать. Такой слойчик себе небольшой. И вот у нас диагональ. Получается, мы наносим, оставляем продиры. Какие-то неровности поверхности мы их сейчас оставим. И пригладим их чуть позже, когда материал начнет подсыхать, схватываться. Слишком полосато. То есть я вот вижу, что что-то не так. Слишком полосато. Где-то что-то надо исправить. Добавить, убавить. Снизу от плинтуса идем в обратную сторону вот так. То есть сверху же вы идете сверху или сбоку, а снизу идете снизу и соединяетесь вот таким образом. Соединяетесь снизу. Вот так накладываем на кельму и вот отсюда ведем от плинтуса, или от пола, где будет плинтус. Если вы видите, что тонковато, например, хочется пожирнее слой, то добавляете. Вот в эти же места старайтесь не накладывать слишком много, лучше добавить потом, потому что если вы много-много наложите, то все закроете, всю бронзу. Лучше добавить.
где не хватает. Я вот сейчас добавляю. Я хочу чуть-чуть объемнее, поэтому я добавляю. Материал достаточно густоват. Он у нас сейчас получился пожиже за счет количества пигмента. Чтобы штукатурку заколеровать в такие темные цвета, нужно много налить пигмента. То есть определенная колеровка должна быть. Добавляем пожирнее и оставляем подсыхать минут на 20. И вернемся к ней. И ее пригладим. Так. Пусть она будет кривая сейчас. Верха, видите, какие? Ребристые, тянучие. Пусть это будет так. Мы это исправим чуть позже, когда она начнет подсыхать. Немножко подсох лофт. То есть он не высох, а подсох немного. И мы его начинаем приглаживать влажной кельмой. То есть кельму вот так вот смачиваем, очищаем все время после каждого прикосновения практически. И приглаживаем верха. То есть кельма должна быть все время чистая. И наша цель сейчас это пригладить верх, чтобы он не царапался, чтобы он был максимально гладкий. При этом не размазать саму штукатурку вот в эти вот внутренности. Когда вы дома это делаете, ну или на объекте, вы чувствуете, рано его приглаживать или не рано? То есть бывает, что он тянется, это значит, что он еще сыроват. Опять же, вот в некоторых местах, там где погуще, он может быть сыроват, а во всех остальных он уже готов. То есть чувствовать немножко его нужно научиться. Это еще не финишный вариант. Дальше нам нужно будет снова подойти. Кельму, да, как вы держите. То есть вы можете, ну, во-первых, это нужно чувствовать, у каждого своя рука. Вы можете ее полностью прижать и вот так вот катать, да, прокатить. А можете немножко приподнять угол. Вот так. Это как вам удобно, то есть можно чуть-чуть приподнять вот этот край. А можно полностью плоскостью прижать, вот так вот, и катать. Как удобно. Ваша цель – пригладить верха. Так, вот смотрите, вы когда ее приглаживаете, да, штукатурка, она же полусырая, и здесь еще дополнительно вот к этим кратерам добавляются еще новые. То есть она где-то местами тянется, создавая вот такой вот рельеф. Он нам нужен, как раз этот рельеф. Вы можете делать его вверх, вниз. Не забываем кельму смачивать, потому что если она у вас будет сырая в штукатурке, то она будет залипать. И это очень-очень неприятно. Так, смотрите, можно прямо тереть местами. Если уплотнение где-то, видите, что большой слой, можно прямо вот так. А еще она от этого начинает блестеть, полироваться. Сейчас вы это тоже увидите. Такая муторная достаточно работа, но по итогу она стоит того. Приглаживаем. Там, где гуще, там высыхание идет более длительно. Вот не из каждой штукатурки можно вот это сделать. Из лофта очень хорошо получается. Штукатурка лофт у нас. Еще немножко пусть подсохнет. И вот таким образом мы и доделываем ее. То есть вот так мы можем ее заполировать. Если видите, то блестит. На стене это гораздо легче делать, потому что там ничего не шевелится, никакой мольберт. Дощечки всякие разные. Потом сбоку еще подснимем, увидите. То есть он зеркально блестит, лофт. Заполировать его можно тогда, когда он еще не до конца высох. Если он полностью высох, то это будет уже сложнее. А еще я бы на это дело рекомендовала мужскую руку. Женщине достаточно трудно, вот ладно тут планшетик. Вы можете ведь не полировать, не обязательно, чтобы блестело, он и так симпатичный.
Но если вы хотите вот этот блеск, то рекомендовано попросить мужчину, чтобы он вам заполировал. Таким образом. Цвет вы можете использовать любой. Мы сейчас используем, как обычно, темные цвета, потому что нас так просили подписчики. На светлых цветах не видно, для этого темные используем. И лазурь можно не обязательно бронзу, можно любую другую лазурь. Но когда поблескивает, все равно симпатичнее. То есть это не должна быть матовая краска, это все равно должна быть лазурь. Вот, как-то так. Сейчас покажем вам поближе. А пока я хочу вам сказать спасибо за то, что вы нас смотрите, за то, что комментируете, что-то где-то советуете. Если вы еще не подписчик нашего канала, то подписывайтесь, там есть кнопочка внизу, и ставьте лайк. Пока!